Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы отправимся в Литву. Посетим заброшенный цех завода автокомпрессоров и спустимся в советский бункер. А после прогуляемся по стоянке, где стоят десятки заброшенных грузовиков. Приятного просмотра! Здесь вот просто раз, два, три, 4, 5. Открыто. Вау! Это огромнейший заброшенный заводской цех. Надеюсь, я смогу попасть на крышу. Ух ты! Вот это размеры! Состояние цеха уже близко к аварийному. Похоже на пункт управления. Только все уже разобрано. Завод-гигант. А ведь это всего лишь один цех. Да. Вот и крыша.
складские помещения. Формы заплесневевшие. Да. Противогазы ГП-5. Жаль, в плохом состоянии совсем уже. Некоторые даже находились прямо в сумках. И так их ни разу не открывали, и они изгнили. Это что за противогаз? Детский, что ли? Интересные зеленые сумочки. В пакетике запасные стекла для противогаза. А вот он и сам, черный красавец. Респираторы. А вот тут, похоже, был уже сам зал для укрываемых. На вот таких полках люди могли сидеть или, может, даже лежать в случае катастрофы, убежища. Завод компрессоров для автомобилей. 88 год. Работа штаба гражданской обороны. Вот это да. Фотографии учений тех лет. Что-то про подготовку. Снова фотографии с учений. Инструкция. Норматив номер 38 по поводу пользования носилками. Сколько разных нормативов было. Норматив номер 15. Как собрать палатку. Установка пожарной колонки на гидрант. Инструкция буквально на все случаи жизни. Как сделать искусственное дыхание. Помощь утопающему. Для восстановления пульса при отравлении газом. Да, здесь действительно есть все нужные инструкции. И снова противогазы. ГП-4. (83-го года) жидкость для защиты открытых участков кожи от радиации. Если кому интересно почитать, как ей пользоваться. Уборная общая, кстати. А нет, раздельная. Чуть не пропустил
дизель-генераторную. Вот и оно, сердце убежища. К сожалению, уже разобранное. Так, следующее место мне подсказали местные ребята. Есть дырка. Вы уже слышали, что вновь хотят поднять пошлины, так скажем, заградительные меры. Так вот, скоро цена на автомобили может поползти вверх. Поэтому, если вы еще думаете, покупать или не покупать автомобиль, то я думаю, сейчас пришло время. А самый выгодный способ сделать это через сайт автоспот.ру. Ведь тут собраны все предложения напрямую от официальных дилеров. Скидки видны сразу, достаточно лишь развернуть вкладку «Сниженная цена». Причем скидки есть не только за трейд-ин или кредит, но и за наличные. Итак, для примера посмотрим, какие цены на китайские кроссоверы. Самые внимательные смогут заметить, что скидки за наличные в Питере достигают до 50 тысяч рублей, а в Москве и вовсе можно найти скидку в 100 тысяч. Так что если в вашем городе нет хороших скидок, посмотрите соседний. А еще есть приятный бонус для пользователей Автоспот в виде уникальных акций. Например, каска или дополнительное оборудование до 100 тысяч рублей в подарок. И такие предложения тут не только по китайским автомобилям, а по каждой марке авто и модели. Ссылку я оставил в описании. Если нужна новая машина, рекомендую искать ее через Автоспот. Здесь стоянка заброшенных грузовиков. Но где-то есть то ли охрана, то ли рабочие. Я не знаю. Сейчас, наверное, поднимусь на этот кран, осмотрюсь. Обалдеть. Первая кабина. Да. Глаза, конечно, разбегаются. Здесь кабина крановщика. Грузовиков здесь много. А здесь еще какое-то бывшее тепличное хозяйство. Там на здании вот есть камера. Надеюсь, она меня не увидит. Ладно, пойду вниз. Раньше, судя по фото, здесь было даже больше машин. Похоже, их потихоньку вывозят. Забавный номер. Фура Кока-Кола. Я вот на самом деле еще никогда не сидел в таких
грузовых машинах. Скания. Разбитое лобовое. Пробег интересно. Пробег вот 630 тысяч. Это похоже на снятый двигатель вместе с коробкой. Офигеть, какой он большой. Здесь же топливный бак. Я хочу найти какой-нибудь тягач, где можно внутри посидеть. DAF. Серьезная машина. Закрыто. Еще один похожий. Открыто. Есть. Как же они залезают в грузовики каждый день. Ой. Ух ты. Здесь прям все чистенькое. Кровати даже есть. Обалдеть. Вот здесь я задержусь. Руль, конечно, здесь очень большой. Впрочем, как и все остальное. Зеркала. Приборная панель. Скорость до 125. Тахометр до 2500. Климат-контроль. Коробка ручная. Интересно, сколько передач. Напоминает, как на автобусах. Не пойму, как ее переключить. А, вот. Здесь у нас 3 педали. Газ, тормоз и сцепление. Очень тугое. Да, наверное, не просто рулить такой фурой. Еще если сзади прицеп и надо, например, развернуться или припарковаться. Непростая эта работа. Вообще, насколько я знаю, дальнобойщики ездят вдвоем, подменяют друг друга. Здесь вот 2 сиденья и сразу же 2 кровати откидных. Сверху кровать и снизу кровать. А здесь уютно. Очень даже. DAF. Наверное, инструкция по пользованию. 2005 год. Да, похоже на сервисную книжку. Жаль, пробег нельзя посмотреть. Здесь все уже электронное. А, ну вот, ограничение скорости до 90 километров в час. Машина года 2007. Награда. Вот этот тягач DAF. Получается, ему без малого уже 20 лет.
Бензоколонка. Литры. И цена еще в литах. Обалдеть. Здесь даже еще и цифры бегают. Еще одна бензоколонка. И тоже работающая. Значит, они подключены к электричеству. Еще один DAF. К сожалению, закрыт. Ладно. Так, грузовик с поднятой кабиной. Интересно заглянуть в моторный отсек. Да уж, могучий двигатель. Ничего не скажешь. Такой большой прямо. Вот на соседнем грузовике надпись 380. Это, наверное, количество лошадиных сил. Так, это уже Вова. Какое же здесь все грязное. Снова ручная коробка. Спидометр. И пробег 347 тысяч. Мне вот интересно, сколько вообще в среднем за жизнь проезжает грузовик. Я думаю, наверное, больше, чем машина легковая. Я вот так смотрю на эту поднятую кабину, огромную, и вспоминаю сцену в фильме «Бумер», где дальнобойщик подпер ее отверткой, полез что-то ремонтировать, и она прямо на него упала. Жесть, конечно. Еще два грузовика Рено. Причем один уже на европейских номерах, а этот еще на старых литовских номерах с флажком. Так, здесь, похоже, уже где-то близко. Очень близко сервис. Да, вот ворота уже. 220 лошадей, наверное. Здесь уже даже спидометра нету. И все разобранное. Интересно будет еще заглянуть в какой-нибудь полуприцеп. Опа! Ух ты! А он прямо большой. Мне как-то всегда казалось, что он меньше. Много чего же сюда можно загрузить. Чувствую себя героем какого-то фильма, который спрятался в огромном пустом грузовике. Здесь вот просто раз, два, три, 4, 5. Вдалеке еще вижу 6-й полуприцеп. Здесь их просто десятки. Я полагаю, что они, наверное, все будут пустыми.
На многих еще вижу вот такие кресты. Это, наверное, означает, что их ликвидируют. О, здесь что-то даже осталось. Какие-то запчасти, что ли. Стропы лежат. Целая куча. Так-то, полезная вещь в хозяйстве. Вот это, конечно, находка. Целая стоянка фур. Дождь еще пошел. Сейчас я, наверное, где-то спрячусь. Пережду его. Колесо спущенное. А здесь вообще снятые колеса. О! Вот тут я спрячусь от дождика. Дождик немного стих. Ох, сколько же здесь грузовиков, конечно. Даже не знаю, куда пойти. Вот, кстати, надпись. Здесь написан полный вес, наверное, 36 тонн. Обалдеть. А вот это 8 тонн, наверное, вес пустого прицепа. Как-то много, конечно, но может быть. Еще полуприцеп. Просто лабиринты. Вольво. Здесь все полностью в плесени. Кровати. Ну и запах, конечно. Давно не ездил этот грузовичок. Пробег интересно. А здесь уже тоже электронный спидометр. Эх. В таком похожем дафе я уже сидел. Еще бензоколонка. Снова пытающаяся работать. Бензоколонка в разрезе. Там вон прямо вниз уходит труба. Значит, здесь прямо под землей был резервуар с топливом, так что ли получается? Здесь, скажу без преувеличения, можно и потеряться. А вон там, походу, уже действующая часть. Сервис или разборка. Вот там стоит много тягачей самых разных.
Техосмотр 21 года, что ли? Ух. Снова кроватка. Класс. Здесь нету коробки, ручки нету, точнее. А, это автомат, смотрите, здесь сцепления нету, есть только газ и тормоз. Это автомат. Еще один Volvo. И второй такой же. Закрыто. И этот тоже закрыт. 400 сил. Рено. Сколько бутылок. И туда даже залезать не хочу. Эх. Жалко, конечно, видеть столько автомобилей брошенных, но они, наверное, свое уже отслужили, отъездили. Вот этот манипулятор стоит. Я так думаю, этим ковшом берут вот такие кабины, сминают, кладут в контейнер и везут на металлоприемку. Вон как раз грузовички стоят рядом, белые. Автомобили отправляются в свой последний путь. Тоже уже все электронное, пробега не видно. Ладно, не хочу быть замеченным охраной. Пойду на выход отсюда. В общем, спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Всем счастливо и до новых встреч!